Как написать мощный трап в FL Studio. Часть 2. Привет! В прошлой серии мы создали черновик нашего мощного трэпа. В этой серии мы добавим новый третий звук, напишем вторую версию баса для припева и добавим на него сайдчейн. Также закинем пару новых звуков и правильно структурируем наш трек. Начну, пожалуй, с сайдчейна баса. Сайдчейн делается для того, чтобы во время удара кика бас автоматически сделался тише, дабы не мешать ему. Думаю, вы услышали, что делает Fruity Limiter с басом и как появляется так называемый кач. В нашем трапе я буду использовать этот же сайдчейн. Посмотрите, как его сделать в моем коротеньком ролике. Нажимаю 2 раза на наш кик и отправляю его на микшер, нажав на трек. FL Studio автоматически назначит его на ближайший свободный канал микшера. Открывается микшер тут или клавишей F9. Также добавим на микшер наш бас. Чтобы не путаться, можно сразу переименовать. Кликаем правой кнопкой Rename. Далее в микшере нажимаем на кик, наводим на треугольник, правой мышкой открываем меню и выбираем Sidechain to the Track. Заходим на бас, нажимаем на любой слот для эффектов, ищем и открываем Fruity Limiter. Настраиваем как у меня. И проверим наш результат. Сайдчейн готов. Кстати, сразу объясню, если у вас нет Fruity Limiter в меню плагинов, он может быть здесь. Нажимайте на More Plugins и попробуйте найти его там. Открывайте его двойным кликом. А чтобы его убрать с канала, нажимайте на треугольник, Replace и выбирайте None. Так, давайте напишем нашу мелодию для припева. Создаем новый паттерн. Открываем Piano Roll в нашем первом морфине и играемся с нотами. Послушаем, что получилось. Добавляем в плейлист. Копируем снейр с киком. Вставляем и не забываем выровнять. Послушаем. Отлично. Теперь напишем второй вариант баса для нашего припева. Заходим на паттерн баса, нажимаем на треугольник и клонируем наш паттерн. Создался такой же паттерн, но уже с двоечкой. Нажимаем на него, заходим в Piano Roll и изменяем мелодию баса. Слушаем, что у нас получилось. Чтобы убрать искажение, когда звучат две ноты, зайдем в морфин и поменяем полифонию на моно.
Подправим нотку и добавляем в плейлист. Тут будьте внимательны, я специально добавил нотку на 3-й бар, чтобы она играла в конце. Но не в этом месте. Тут наш бас я выровняю, а на 2-м оставлю. Послушаем. Теперь немного структурируем наш трек. Выделяем все, копируем, вставляем, сразу тянем все это влево, чтобы выровнять, потом перетаскиваем в конец. Передвинем плейлист и еще раз вставляем. Во 2-м куплете уберем пока что бас, а в 1-м переставим хэт на припев. Также копируем открытый хэт и эффекты. Следите, когда вставляете, чтобы они встали куда нужно, а то не любят убежать в сторону. Лучше сразу все проверить. Давайте добавим еще немного гангстерской нотки в наш припев. Создаем паттерн и открываем морфин. String, Finish Guitar. Сразу прибавим драйва на 75. Заходим в Pianino Roll и напишем простенькую мелодию из 3 нот. Громкость я поставил на 28. Слушаем. Закидаем наш припев рейдами, то есть тарелками. Расставляем их на каждый бар. Пока их громкость поставил на 59. Поставлю рейды во 2-м куплете через 1 бар. И давайте сразу сделаем интро. Выделяем все, Ctrl-A, передвигаем на 4 бара в сторону, расставляем наши рейды. Чтобы передвигать по плейлисту сэмплы в разные стороны, нажимайте на стрелки зажатым шифтом. Клонирую первую мелодию и на одну уменьшим немного конец. Поставим тут же кик и снейр. Добавим еще эффект перед нашей ямой.
Создадим новый паттерн с хэтами для нашего интро. Открываем Piano Roll и прописываем хэты. Добавляем в плейлист и слушаем. Закинем еще один голосовой эффект перед припевом. Удаляем кик и укорачиваем наши мелодии. Тут я решил сделать наши рейды все-таки пореже. Если на сэмпле не хватает громкости, то ее можно попробовать увеличить опцией нормализация и выставить громкость как нам нужно. Для большего панча я еще удалю перед припевом бас. Теперь структурируем наш трек. После второго припева разгружаем наш трек, удалив ненужное и подправив пару моментов. Это получится наше аутро. Пройдемся по структуре нашего трэпа. Кусочек в начале — это вступление или интро. Далее идет первый куплет, за ним припев, опять куплет и снова припев. Ну и в конце аутро. В следующей серии мы перейдем в микшерный пульт, познакомимся с некоторыми плагинами эффектов и разберемся в сведении. Подпишись и звони в колокол, чтобы сразу же узнать о выходе третьей серии. До скорого, пока.